Всем привет! В этом видео покажу и расскажу, как можно определить и найти причину и как ее устранить, если у вас на котле выбрасывает контроллер ошибку MOSFET температура излишняя. На некоторых котлах выкидывают эту ошибку при температуре MOSFET 60 градус. На моем котле выбрасывает эту ошибку именно когда 90 градус температура. MOSFET не так сильно греется, и котел работает где-то по 12-15 часов, только потом выбрасывает ошибку. Потом начинает MOSFET греться все больше, и уже котел работает всего лишь по часу, по два и обратно выбрасывает ошибку. Так сказать, уже топить невозможно. Так вот, будем искать причину. В первую очередь проверяем каналы, по которым вентилятор задувает воздух, так сказать, подает его в горелку, вот сюда. А канал идет вот так. Вот здесь есть окошко, видите, там собирается пепел, грязь. Вот надо чистить, там по-другому забиваются каналы. Также и горелку иногда надо чистить. Дальше снимаем вентилятор, так как на данном котле вентилятор очень играет важную роль, и за его работу отвечает именно транзистор MOSFET. Перед тем, как отключать вентилятор и снимать его с каркаса, обязательно вытягиваем вилку с розетки. А теперь отключаем датчик холла и питание вентилятора. Открутили вентилятор, аккуратненько снимаем его. Вот стоит заслонка, при помощи которой тоже регулируется подача воздуха. Вот этой гаечкой. Вот этот кронштейн, где крепится вентилятор, обязательно должен быть чистый. По-другому не будет доходить воздух до горелки. Теперь сделаем диагностику вентилятору. Когда будем разбирать, очень внимательно разбираем, чтобы не нарушить и не сломать датчик холла. Откручиваем вот эту крышечку и смотрим, в каком состоянии конденсатор. Здесь стоит конденсатор обыкновенный, стандартный, пусковой. Визуально повреждений нету, не раздутый. Для того, чтобы проверить конденсатор, надо его отсоединить от этого разъема. Теперь, когда сняли конденсатор, его разряжаем вот таким принципом. Замыкаем контакты друг с другом. И теперь на мультиметре выставляем 2000 кОм и подключаем щупы мультиметра. Сейчас должен начать заряжаться конденсатор до бесконечности. Как видим, заряжается наш конденсатор. 17, хоп, и зарядился до бесконечности. Теперь ставим на 2000 милливольт и подключаем щупы. Как видим, наш конденсатор начал разряжаться. Как видим, конденсатор заряжается и потом разряжается. Значит, данный конденсатор исправный. Вот таким принципом можно проверить. Теперь разбираем корпус и проверяем шатку подшипников, в каком они состоянии. Теперь больше ничего не разбираем. Просто рукой берем и смотрим, есть ли шатка на подшипниках. На данном вентиляторе шатки нету, постороннего шума нету. Собираем все обратно. Итак, я подключил вилку к разъему вентилятора. Теперь включаем питание. Таким образом, когда включим питание, мы убедимся, работает ли вентилятор. Теперь мы убедились, что данный вентилятор исправный, подшипники исправные, конденсатор исправный, проводка исправна, пуск плавный есть, все работает так, как должно. Ставим данный вентилятор обратно и смотрим, что будет. Теперь, когда установили вентилятор на место, убедились, что он исправный, прикрутили болтиками, зажали, подключаем датчик холла и подключаем питание вентилятора. Все подключили, включили котел в сеть, разожгли. Как видим, MOSFET все равно греется и очень сильно. Вот как температура растет, буквально на глазах. Значит, причина таится
в самом контроллере. Итак, выключили питание с кнопки, с розетки. Теперь можем снимать контроллер. Вытягиваем внимательно и осторожно, чтобы ничего не оторвать, не сломать. Вот как все выглядит. Снимаем все фишки. Итак, все сняли. Вот наш контроллер. Ну и погнали разбирать его. Искать причину. Итак, вот наш контроллер. Теперь будем разбирать. Итак, сняли стекло. Вот MOSFET стоит. И вот конденсатор. Но чтобы до него добраться, надо разобрать еще дальше чуть-чуть. На плате никаких повреждений нету. Все красиво. Итак, я выяснил, что причина является вся именно в этом конденсаторе. MOSFET, транзистор, начинает перегреваться из-за того, что он не может работать один, так сказать. Он всегда работает на пару с конденсатором. Пока транзистор не сгорел, надо заменить вот этот конденсатор, и все будет в порядке. Сейчас мы его отпаяем. Отпаял я конденсатор этот. Вот я купил новые, 2 штучки. Немножко другие, но параметры все одинаковые. Не могу найти оригинала. Сейчас буду впаивать вот этот конденсатор. Вот впаял новый конденсатор. И сейчас, я думаю, все будет работать. Так как транзистору одному без конденсатора было очень трудно, на него была большая нагрузка, и он начинал греться. Транзистор находится вот здесь, MOSFET. За этого транзистора температуры следит вот этот датчик. Вот он. Ну что, собираем и будем смотреть, или будет работать данный котел. Все подключили, все фишки. Аккуратненько ставим обратно. Ну что, включаем вилку в розетку и будем смотреть. Включаем. Заработал. Значит, живой. Смотрим дальше. Пусть загрузится. Загрузился. И самое главное, все настройки я вижу уже. Они не сбились, остались в памяти. Ну-ка, давайте посмотрим, какая температура MOSFET теперь. Температура MOSFET 28 теперь. Ну что, понятно, зажигаем котел и смотрим. Уже котел растопил, горит. Вентилятор крутится. За транзистором MOSFET температурой можно следить через сервисный экран. Вид экрана выбираем. Потом ищем сервисный экран. Вводим код. Коды на тех бывают местами одинаковые, местами немножко другие. Но у меня данный код вот такой. Вот вам все параметры. Но нам нужен MOSFET. Как видим, MOSFET температура 39 было, вот 40 градусов. Всего лишь за час поднялась. А было раньше, не успеешь включить котел в последнее время, как уже у тебя сразу 70. Потом буквально минут 20 и уже 90. И все, и срабатывает защита. Ну и теперь сделаю такие выводы. Значит, была причина именно в этом конденсаторе. Уже больше суток работает котел. Все работает как и должно быть. Дома тепло, а MOSFET не греется больше как 52, 53, 51 градус. Вот такие дела. Если у кого-то будет такая причина, смотрите сам вентилятор, подшипники на вентиляторе, конденсатор пусковой на вентиляторе, проводку. Ну и естественно в контроллере дополнительный конденсатор и сам MOSFET транзистор. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.